Беременная женщина по имени Эмили Харпер уже 8 месяцев находилась в глубокой коме в мемориал-хоспитале Святого Луки в городе Остин. Ей было 33 года, и несмотря на отсутствие сознания, ее ребенок продолжал развиваться. Врачи не верили, что она очнется до родов, которые планировали провести с помощью кесарево сечения. Муж Эмили, Майкл Харпер, почти перестал жить обычной жизнью. Он ежедневно сидел у ее кровати, держал за руку, говорил с ней, будто она все слышит. Надежда угасала, но он не позволял себе уйти. Однажды дождливым днем в отделении появился 8-летний мальчик по имени Лукас Браун, внук ночной уборщицы миссис Роуз. Мальчик давно знал историю женщины, которая спит и ждет ребенка, и верил, что может помочь. В руках у него была маленькая баночка с теплой глиной. Лукас рассказал, что его семья поколениями использовала особую землю из сельской местности недалеко от Спрингфилда, где почва богата минералами. Его прабабушка, деревенская акушерка, верила, что такая глина помогает беременным женщинам и улучшает кровообращение. Майкл колебался, но отчаяние оказалось сильнее скепсиса. Он позволил мальчику осторожно нанести глину поверх ткани на живот Эмили. Лукас тихо говорил с ней, уверяя, что ребенок ждет, что пора возвращаться. В тот же момент Майкл заметил едва уловимое движение пальцев жены. Аппараты зафиксировали изменения в ритме сердца. Это был первый признак жизни за долгие месяцы. С этого дня Лукас приходил тайно, всегда в одно и то же время. С каждой процедурой Эмили реагировала все заметнее. Дыхание становилось глубже, голова слегка поворачивалась на звук голоса, под веками двигались глаза. Через неделю невролог доктор Дэниел Уилсон зафиксировал улучшение мозговой активности. Врачи были поражены. Такие изменения после столь долгой комы считались почти невозможными. Однажды ночью Эмили впервые открыла глаза и посмотрела прямо на Лукаса. Она не могла говорить, но была в сознании. К утру стало ясно. Кома закончилась, начался естественный глубокий сон. Спустя несколько дней Эмили уже могла шептать. Она рассказала, что все это время чувствовала тепло, запах влажной земли и слышала голос ребенка, который не давал ей сдаться. Когда правда всплыла, в больнице начались споры. Но анализ глины показал высокое содержание железа и магния. Руководство решило не наказывать уборщицу, а начать исследование традиционных методов. Эмили полностью пришла в себя до родов, а Лукас стал первым человеком, которому она позволила взять малыша на руки. Иногда именно чистое сердце делает то, что медицина считает невозможным.